Доброго времени суток. Буквально пару дней назад на тренировках решали позицию, данную на диаграмме, и к чему меня вот эта вот позиция, можно сказать, привела. Потому что я вспомнил один из вариантов, можно сказать, одно из продолжений центральной партии, и там вроде бы, меня давайте поправить, если что-то не то, но вроде бы Александр Дыбман, когда он играл на доске 64, сделал интересно, можно сказать, или новинка тогда была, или сделал интересный ход достаточно, и который мы вот сейчас вот посмотрим. Потому что проблема та, что в базах, в принципе, вбивал как-то и не нашел вот то, что у меня базы есть. Наверное, где-то у кого-то лучше базы, поэтому я думаю, что в комментариях вы откликнетесь. Итак, ход белых, сначала вот эта комбинация, а потом будем смотреть все остальное. Комбинация с тихим ходом. Если ходить fe5, то получается вот эта вот идея. Выиграна, естественно, позиция. Если fe5 не ходить, то просто выиграно. То есть ходить никуда нельзя. Вот идея такая, что просто запираются. Ходов не хватает у черных. Так, давайте дальше. Вот она позиция. Так, давайте отсюда. Центральная партия. Я раньше как-то не играл эту партию, центральную партию, но вот один момент был интересный. Я смотрел партии на лидравсе, и получается, партия вот эта вот была, и причем вариант до конца. Но потом вот вроде бы вспомнил, у меня было где-то на бумаге, но вот не написана фамилия, не написано, где-то я на бумаге видел, и потом я вот поднял чуть-чуть кое-какие моменты, и вроде бы Александр Дыбман играл. Вот вариант центральной партии, bc5, грозим. Надо cd, cb6. Понятно, наиболее логичный такой ход, я даже детям маленьким объясняю, потому что если куда-то ходить вот в этом направлении, то ослабляется сильно фланг, поэтому cb6, dc3. И вот здесь вот неожиданный ход, многие, может, знают, кто именно играет в русские шашки 64, d8, c7. Основная идея, конечно, чтобы на этот ход именно пойти сюда и вот провести вот эту вот идею. Вот такая вот мысль, то есть остается рожон, и эта мысль, кстати, очень сильно сдерживает белых, и белым надо тоже что-то делать. Наиболее, конечно, логичный какой-то вариант. Это HG3, вот, который был в партии. Конечно, FG тоже вот очень сложно с FG согласиться. Почему? Потому что сразу попадаем вот в эти позиции. Но здесь тоже, здесь сводится вот этот момент к варианту, к этому сводится, к тому, что мы будем смотреть, потому что здесь уже есть ход, и здесь не разобьешь. Вот такая вот позиция получается. В принципе, HG сводится. H2, B5. И вот здесь надо как раз, получается, проводить вот эту идею комбинационную. И GF. И вот здесь вот важный очень ход. То есть здесь вот в лидравсе тоже были. В лидравсе, посмотрел, у меня партии были, кстати, с лидравса. Я не знаю, там смотрел я, видно. И когда смотрелся, то есть я скачивал чуть-чуть. Были вот эти ходы fe5, но здесь у белых, давайте я переверну даже. Есть четкая идея, наверное, вы догадываетесь какая. Кто-то говорил, что знал,
потому что я как-то ставил, наверное, это даже идею на тренировках. Ну и я, честно скажу, не показали. Люди не знали этой идеи и не показали. Здесь надо сделать 3 хода, которые достаточно точные за белых. Потому что вот видите, вот здесь вот с одной стороны вот этот зажали шашки, вроде бы они должны быть плохие, но не играют. Проблема, что не играют практически, если bc3, а bc3 надо практически. Не играют вот эти 4 шашки, и там с разменом будет потом проблема. То есть, смотрите, первый hg3. Кстати, он очень важный, вот этот hg3 ход. Почему, если делать bc3, то вот эти вот позиции здесь достаточно интересные. Что-то я помню, что что-то тут не получалось в этих позициях. Какие-то нюансы были. Да, нюанс такой, что появляется вот этот ход. И тут еще, ну, как-то надо, хотя наверное, ничья здесь, но есть определенные нюансы. Почему? Потому что, по-моему, fe3, давайте посмотрим быстренько. Меня, конечно, не интересует эта позиция. Но вот если увлекаться вот этими, то есть здесь момент такой, что вот этот вот выход есть. То есть здесь-то ничья, но в принципе, если играть блиц, я думаю, ну, будут нюансы. Хотя все относительно, наверное, все относительно. А вот здесь hg3, идея hg3, потом bc3, ab2 и вот этот удар. Смотрите, очень важный момент, то есть жестко, чтобы было hg3, потом bc, ab2. Ну, давайте посмотрим этот вариант полностью. Так, где мне тут еще один момент хотел. Здесь уже, да, вот здесь уже вот этот ход есть и совершенно другая позиция. То есть сюда, ед, и вот здесь можно просто, наверное, даже пойти. Да, вот этот вот ход просто. То есть на этот ход просто gf4. Видите? То есть выжидают. Здесь идея такая, что вот там где-то не хватает, хотя ничья ходов у белых, да. А вот здесь просто выжидательные ходы, то есть они без вопросов все делают. И здесь еще позиция у черных проиграна получается. Ну вот такая идея. GH6, кажется, зажимаются. Кстати, хорошая идея здесь. AB2. И вот уже хочу пойти сюда. То есть на GF6, видите, основная идея какая. Это важно, чтобы вы знали. Я поэтому вот и дал, в основном за этих 3 ходов, наверное, дал всю партию здесь. Ну и плюс, конечно, самозажим очень хороший, dc7. То есть партия такая, достаточно насыщенная была идеями. А вот здесь вот de5. И эндшпиль очень хороший. Но вот здесь как бы вы делали ничью, может их тут ничья еще и есть, по компьютеру еще одна, но вот любопытная ничья в партии в лидрафсе и в основной партии, о которой я говорил, fg3, видите? То есть бить сюда, понятно, нельзя, потому что вот такая вот будет идея. Дальше на d, на f, cd. Отдали еще. Понятно, если пойдут ничья. Все тут ничейное. Отдали. И вот здесь тоже очень симпатичный ход. Наверное, уже многие догадались, какой это ход в этой позиции. Это de3. То есть на d2 бить нельзя. А на d4 вот это вот ничейная позиция. Ну вот такая вот партия, которую я вспомнил, когда проходили одну, вот первую, что я вам показывал, первую диаграмму, где была комбинация, и партия очень насыщена идеями. Я думаю, вам будет ее интересно посмотреть. Итак, до новых встреч!